Привет! Этот двигатель я раздобыла, чтобы сделать очень интересную самоделку. Это будет токарный станок по дереву. Я долго планировала это видео и даже недавно на выставке специально пробовала работать на токарном станке под руководством Александра Брюкнера. Мне это очень понравилось. И вот сегодня, наконец, я приступаю к изготовлению собственного токарного станка из фанеры. При подготовке проекта для токарного станка я пересмотрела много других видео, но ни в одном из них я не нашла точных размеров и чертежей. Поэтому свое видео я хочу сделать максимально полезным для зрителей. И я поделюсь всеми чертежами и трехмерной моделью, которые я разработала. И ссылки на них вы найдете под видео. Свой проект я разрабатывала конкретно под этот двигатель. Это двигатель от старой насосной станции мощностью 600 Вт. Вообще вся эта идея возникла, когда насосная станция сломалась, а двигатель остался, и выкидывать его было очень жалко. И тогда я подумала, что нужно обязательно оставить двигатель и сделать в дальнейшем из него какую-нибудь интересную самоделку. Для изготовления станка мне понадобится один лист фанеры толщиной 15 мм. Размечаю лист фанеры по чертежу и отпиливаю заготовку для основания станка. Далее выпиливаю основание Г-образной формы. Для изготовления станины я выпилю из фанеры 6 полос 45 мм и 2 полосы 60 мм. Склеиваю и стягиваю струбцинами 3 полосы фанеры 45 мм для будущей станины станка и скрепляю все саморезами. Приклеиваю сверху полосу 60 мм, чтобы получить Г-образную направляющую станка. Я обильно смазываю все клеем, так как от жесткости этой части зависит жесткость всего станка. Отрезаю деталь задней бабки для формирования расстояния между двумя направляющими. Наношу клей на направляющий станка и приклеиваю к основанию. При этом с обратной стороны отбиваю линию разметки для засверливания саморезов. Приклеиваю вторую направляющую так, чтобы подготовленная деталь задней бабки свободно, но без люфтов могла перемещаться между двумя направляющими. На каретке отпиливаю 6 заготовок для будущего корпуса подшипников станка. На 4 одинаковых заготовках размечаю центры для подшипников. Мой подшипник имеет внешний диаметр 35 мм, поэтому сверлом Форстнера 35 мм делаю отверстие в двух заготовках. В двух других заготовках я делаю отверстие чуть больше диаметра шайбы М14 сверлом 28 мм. Склеиваю попарно заготовки с отверстиями 35 и 28 мм. Стягиваю струбцинами и саморезами. Оставляю их на склейку. Пока они клеятся, в другой заготовке размечаю П-образный паз для приводного ремня и выпиливаю его лобзиком. Формирую углы у корпусов подшипников. Перед сборкой корпусов подшипников самое время насверлить отверстия для крепления их между собой и к станине станка. Собираем корпус подшипников на клей и саморезы. Оставляю склеиваться. Нарезаю 6 заготовок для изготовления шкивов. Передаточные числа моего станка будут 0,5, единица и 1,5. Выпиливаю приблизительно круглые заготовки для шкивов. В самом большом шкиве просверливаю отверстие 18 мм, но не насквозь, для того чтобы гайка, которую я буду использовать, имела упор в шкиве. В двух других, в среднем и в самом маленьком, просверливаю отверстие 18 мм насквозь. В большом шкиве с обратной стороны делаю отверстие 11 мм. Я наношу клей на детали и начинаю сборку шкива для двигателя. Вал моего двигателя имеет резьбу М10, поэтому я использую длинную гайку М10. Сначала я забиваю ее в первый шкив, а затем на нее набиваю два других шкива.
Так как длина гайки чуть меньше, чем требуется для моего шкива, то для удлинения гайки я на болт накрутила еще обычную гайку и собрала шкив. Стягиваю все струбцинами и оставляю до полного склеивания. На вал двигателя я одеваю шайбу для дистанцирования шкива на валу и накручиваю склеенный шкив. Теперь я займусь изготовлением откидной площадки для крепления двигателя. Размечаю на ней отверстие для крепежа. Просверливаю два отверстия М8 для крепления двигателя и одно отверстие М10 для натяжного болта. Пропиливаю на распиловочном столе паз к отверстию М10. Для этого я поднимаю максимально вверх пильный диск. Раззинкую отверстие под винты в потай и установлю туда два винта М8 для крепления двигателя. Для того, чтобы можно было установить поворотную петлю для площадки, я намечаю и просверливаю расширяющую планку. К ней я и прикреплю поворотную петлю моего натяжного устройства. Устанавливаю двигатель на площадку и с помощью шайбы и гровера прикручиваю двигатель на свое место. Теперь самое время заняться точением шкивов. Устанавливаю упор для резца и запускаю двигатель. На шкиве карандашом рисую наружный диаметр и начинаю точить до размеченного диаметра. Проверяю его согласно чертежу. Далее протачиваю паз для приводного ремня. Кстати, приводной ремень я взяла от ВАЗ-2108. Он имеет нужную ширину 10 мм и длину 940 мм. По моим расчетам как раз подойдет. Устанавливаю площадку с двигателем на станину. Накидываю приводной ремень и позиционирую корпус подшипников на станине. С помощью саморезов на соединение косой шуруп закрепляю корпус подшипников в станине. Для изготовления шпинделя станка я буду использовать шпильку М14, но об этом я расскажу уже в следующем видео.